Салют, друзья! Зовут меня Артемий Троицкий, и в видеоэпопее «Популярная советология» очередной сеанс ответов на вопросы. Надо сказать, что вопросов приходит много, больше даже приходит не столько вопросов, сколько каких-то рассказов, эссе, воспоминаний. И мне это читается очень интересно. Некоторые спорят со мной, говорят, что у них было не так в подобной ситуации. Спасибо большое за то, что вы откликаетесь на эту нашу передачку. Я читаю все ваши вопросы, и на все те вопросы, на которые, считаю, что есть смысл ответить или ввязаться даже в какой-то спор, на все эти вопросы я отвечаю. Поехали. Сейчас у нас будут вопросы из выпусков с 3 по 6, то есть по поводу школы, советского образа жизни и так далее. Говорят, что я не упомянул такой предмет или такую практику под названием ОПТ – общественно полезный труд. Честно скажу, не было никакого ОПТ во всех тех школах, в которых я учился, а их было, напомню, 4. Вместо ОПТ у нас был, естественно, сбор макулатуры и сбор металлолома. Вот это я помню, это было. А так, чтобы помимо уроков труда, которые, естественно, тоже были, там со всякими станками, рубанками и так далее, но это были уроки труда. А так, чтобы мы где-то, естественно, за даром к тому же трудились, вкалывали, такого не было. В сельхозработы были, но это было уже в институте. Союз была сторона такая, не то чтобы совсем монолитная и одинаковая. Где-то было что-то такое, чего в других местах не было. И наоборот. Я говорил о том, что в советской школе была очень строгая дисциплина. Мне пишут: нет, нифига подобного, у нас в школе была дисциплина ужасная, с учителями спорили, на уроках орали, был буллинг там повсеместно и так далее. Опять же, я исхожу из своего опыта. В тех школах и в тех классах, где я учился, там что угодно могло происходить вне пределов школы и тем более вне пределов класса. Конечно, курили, конечно, дрались там и в туалетах, и даже в коридорах. У меня даже есть в дневниках записи: устроил безобразную драку с Лоренсоном. Но на уроках, в общем-то, так все было прилично, по крайней мере, так, как я это помню. Буллинг, естественно, тоже был, но, опять же, все это было за пределами учебного непосредственно процесса. Спрашивают, были ли запрещены длинные волосы. У парней, разумеется. Да, длинные волосы были запрещены, причем очень строго. У меня был случай, когда меня просто, можно сказать, под конвоем, то есть в сопровождении какой-то там пионер-вожатой, что ли, отправили стричься в парикмахерскую. Потому что я пытался носить длинные волосы. Был, наверное, 7 класс. Отвели в парикмахерскую, где меня, естественно, обкарнали под полубокс или бокс, или как там эти советские школьные прически назывались. И, кстати говоря, после этого, когда я понял, что ничего у меня не получится, если я буду просто тупо растить волосы, после этого я научился стричься сам. То есть можно сказать, что с 13 лет я стал не только антисоветчиком, но и парикмахером. Я сам себя стриг, чтобы с одной стороны волосы были длинные, и мне это нравилось, а с другой стороны, чтобы это было не особенно заметно. Реакция школы на увлечение западной музыкой. Реакция была стандартная в Советском Союзе, то есть когда я учился, я уже про 1 класс не говорю, но с 7 по 10 класс там никакой музыки не было вообще, никто вообще, кроме отдельных моих товарищей, одноклассников, вообще никто не знал, что я музыкой увлекаюсь, что я это все слушаю, и пластинками обмениваюсь, и песни перевожу и так далее. Когда я учился в Праге, это со 2 по 6 класс, там да, но я об этом рассказывал, там меня даже исключили из пионеров из-за того, что я на большой перемене из школьной радиорубки гонял там всяких Beatles, Rolling Stones,
Вот, это был большой скандал. Западной музыке в советской школе было абсолютно не место. Дискотека. Была ли в школе дискотека и какая там была музыка? Не было дискотеки вообще. Я закончил школу в 1972 году, и в том же 1972 году, глухой осенью, я начал вести первую в Москве дискотеку. До этого их вообще не было. Не только в школах, но и в институтах, университетах и вообще где бы то ни было. Первая дискотека в Москве появилась осенью 1972 года. И мы с моим другом, еще пражским Сашей Костенко, ее проводили и были там, значит, диджеями. Любимое блюдо в столовой, любимый предмет. Любимое блюдо в столовой не было таких. Я уже говорил, что все столовые в Советском Союзе были жуткие. И называли их не иначе, как тошниловка. Соответственно, в школьной столовой я тоже ничего не ел. Единственное, что я там мог иногда съесть, это, скажем, выпить стакан молока или стакан компота. Ну и, может быть, там была какая-нибудь там сдобная булочка, там что-то такое. Но вот горячее блюдо – это супы ни в коем случае, ни за что и никогда. Любимый предмет, я даже не знаю, гуманитарные предметы я любил больше, чем точные науки. Самым легким предметом для меня был английский язык, поскольку я его изучал параллельно к 5 классу, когда английский язык вошел в учебную программу, я уже говорил по-английски, по крайней мере, не хуже, чем учительница. Секс. Целовался ли я с одноклассницами? Это сложная тема. Есть, конечно, что вспомнить, но у нас будет тема про секс. Вот. Я там коснусь и школьного секса тоже. Собственный опыт буду обходить деликатно. Вот. Но кое-что на эту тему расскажу. Интересный вопрос. Была ли в советских школах дедовщина? Имеется в виду то, что ребята из старших классов булили, как говорится, ребят из младших классов. Значит, была. Дедовщина была, несомненно. Я не могу сказать, что я с ней как-то так особо близко сталкивался, поскольку в такой нормальной советской школе и в уже таком более или менее сознательном возрасте я учился только 2 года, 7-8 класс. В школе номер 562 в Черемушках по месту жительства. В математической школе, естественно, там никакой дедовщины не было, там было другое, об этом я, может быть, тоже расскажу. Там нас встречали, значит, местная шпана нас встречала на выходе из школы, и у нас там всякие драки происходили, где мне, кстати, в первый раз нос сломали. Дедовщины не было. А вот в 7-8 классе, да, что-то такое было. Меня это не касалось, потому что я там вообще был таким довольно отдельным персонажем. Из-за границы паренек приехал, там ко мне относились так с любопытством. Но вообще дедовщина была. Старшеклассники младшеклассников и эксплуатировали, и грабили, и так далее. Теперь уже не на школьные темы. Спрашивают про качество еды. Пишут, говорят, что были потрясающе вкусное мороженое, пельмени и колбаса. Мороженое на самом деле было вкусное, я об этом говорил, я его ел в огромных количествах. Предпочитал фруктовые за 7, 9, 10 копеек, но мог есть и, скажем, пломбир с таким цветочком за 19 копеек в вафельном стакане. Пломбир за 48 копеек, естественно, иногда приобретался для употребления в домашних условиях. То есть про мороженое ничего плохого сказать не могу, отличное было мороженое. Пельмени были, средние. То есть я ел пельмени и покупал пельмени. Не могу сказать, что они были там какие-то потрясающие, вкусные, качественные и так далее, но они были неплохие. В них даже были внутри какие-то специи, какой-то перчик. То есть они были не совсем безвкусные. И это было хорошо. Колбаса была плохая, сразу могу сказать. Было всего несколько сортов. Докторская, любительская, отдельная. Эти копченые, сырокопченые колбасы, это был дефицит. Это уже можно было только или брать с боем, или покупать на черном рынке, или в каких-то там закрытых спецраспределителях. А вся эта вареная колбаса нет, она была плохая. Она была плохая, невкусная. Колбасу и сосиски, то есть я, скажем, говорил тогда, я помню, что их делают из промокашки. То есть они были такого сизого промокашечного цвета.
Промокашки это в тетрадях, поскольку писали пером мы еще чернильными ручками, а не шариковыми, то там нужна была промокашка. Вот такие вот промокашечные были колбасы. Не, колбасы плохие. Вот интересный вопрос. Как в СССР могли жить домохозяйки, если был закон о тунеядстве? Отличный вопрос. Значит, на самом деле в СССР был закон о тунеядстве, то есть все должны были работать, но при этом были домохозяйки, их на самом деле было дофига, которые не работали. Так вот, домохозяйкам было можно не работать, потому что они занимались так называемым общественно полезным трудом на дому. То есть они ухаживали за малыми детьми, они ухаживали за какими-нибудь там особо престарелыми, они ухаживали за инвалидами, если такие были. Им можно было работать дома, то есть не иметь там всякой трудовой книжки и тому подобного. Ну и многие женщины, разумеется, этим пользовались. Пишите, присылайте вопросы, я все читаю, что вы присылаете. Ну и всего вам наилучшего и до следующей серии. А серия у нас выходит, как вы знаете, всегда по понедельникам, средам и пятницам. Счастливо!